Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Если кто-то не знает, меня зовут Екатерина Артемьева. Я преподаватель русского языка как иностранного, и большинство моих видео тут, они для иностранцев, чтобы испаноговорящие люди могли практиковать свой русский. Конкретно с этим видео вы можете выучить некоторые выражения, слова или просто проверить, насколько хорошо вы понимаете живую русскую речь без всяких ограничений. Сегодня мы с вами поговорим о культурном шоке, который я испытала при переезде в Испанию. Но надо сказать, что никаких культурных шоков я не испытывала, поскольку я с детства ездила в Испанию, и, соответственно, все, что увидела, переехав в Испанию, знала заранее. И с детства я постепенно привыкала к манере общения, к поведению, к манере мышления испанцев. Но, несмотря на это, естественно, поскольку я росла в другой среде, я могу сказать, что с точки зрения русского человека, или скорее, с моей точки зрения, мне непонятно, мне сложно принять, и просто мне не нравится. Я очень долго думала перед тем, как записать это видео, что-то меня постоянно останавливало. Думаю, это возможные негативные комментарии, в которых мне будут говорить: ну и вали в свою Россию, если тебе настолько не нравится в Испании. Или, например, будут говорить: вот, лучше бы ты переехала в Перу, Мексику, Аргентину и так далее. Потому что вот мы такие замечательные. В этих комментариях я совершенно не боюсь какого-то негатива по отношению ко мне. Я разделяю этот негатив по отношению ко мне, по отношению к видео, и скорее воспринимаю это как злоба и неумение воспринимать критику со стороны людей. Скорее здесь я просто не хочу еще больше разочаровываться в людях, читая такие злые комментарии, в которых люди просто не хотят понять, что во всех вещах, которые существуют в мире, есть что-то негативное и позитивное. Это абсолютная норма. И если бы какого-то негатива не существовало, также не существовало бы никакого позитива. Все работает в этом мире на контрасте, это абсолютно нормально. И то, о чем я буду говорить, это мое мнение, которое связано с моим мировосприятием. Мое мировосприятие, разумеется, связано с моим культурным кодом, но все же это больше зависит от конкретной единицы, то есть от меня. Разумеется, для некоторых русских мое мнение может оказаться абсолютно верным, то есть они будут считать, как и я, но другие русские могут выдать вам абсолютно другое мнение. Да, как всегда, это видео импровизация, поэтому, возможно, опять буду говорить несколько сумбурно, потому что, да, я думала, какие негативные черты есть в испанцах, что мне не нравится, но я постоянно не то чтобы меняю мнение, а постоянно мне приходит в голову что-то иное, и связать это в единый красивый рассказ мне представляется достаточно сложным. Поэтому давайте начнем. Наверное, самое странное и удивительное для меня – это общение с испанцами. Потому что со стороны может показаться, что испанцы такой дружелюбный народ, с которым очень легко найти какую-то связь, завязать общение. И с одной стороны, это правда.
Ты можешь подойти к любому испанцу, что-то сказать, он тебе обязательно ответит с красивой улыбкой, все доброжелательно, все прекрасно. Но чтобы действительно не просто пообщаться и провести время, а завязать дружбу, это надо постараться. Потому что у испанцев существует такой феномен, как формирование групп. Очень часто можно услышать, что вот у меня есть 2 группы друзей. И в такие сформированные группы друзей очень сложно войти. Надо сказать, что я человек достаточно стеснительный, и, естественно, мне было сложно общаться тоже и из-за этого. Да, надо принимать во внимание этот фактор. Но я думаю, в любом случае, для любого человека моей культуры поначалу было бы немножечко странно то, как общаются испанцы. Например, в университете перед лекциями люди подтягивались, приходили, и формировался такой кружок, иногда достаточно большой круг, в который ты мог спокойно встать. И в этом круге, собственно, все люди общались между собой, обсуждали. И проблема в том, что когда они начинали общаться, и когда было достаточно много людей, они начинали общаться очень громко. Очень громко и одновременно. То есть один человек что-то рассказывает другому человеку, и вместе с этим в том же самом круге происходят еще 2 или 3 разговора на абсолютно другую тему. Это первый момент. Другой момент, у них очень быстро меняются темы. То есть пока ты что-то рассказываешь, у человека может здесь что-то щелкнуть, и он начнет тебе задавать совершенно другие вопросы о теме, которая его волнует. И это не только в университетском круге происходило, это в принципе происходило, когда я находилась в компании, состоящей из более чем 2 человек. То есть, например, тебя один человек о чем-то спрашивает, ты начинаешь отвечать, и не дослушав твой ответ, тебе уже задают вопрос или вообще абсолютно меняют тему, рассказывая о какой-то своей жизненной ситуации, которая не вяжется, не имеет никакого отношения к твоему ответу. Соответственно, всегда возникает такой вопрос и такое ощущение: а зачем ты меня спрашивал, если тебе не интересно услышать мой ответ? Мне кажется, это связано с тем, что у испанцев, когда нет общения, у них создается какое-то чувство дискомфорта, и они стараются заполнить паузу. И поскольку они настолько привыкли заполнять паузы, они уже больше ориентируются на то, что сказать, чем послушать то, что ты говоришь. В нашем же обществе мы привыкли, что даже если у нас большая компания, обычно один человек что-то говорит, его внимательно слушают и потом комментируют сказанное. Из комментариев сказанного уже идет комментарий дальше. И постепенно из одной темы выходит следующая тема. И, соответственно, таким образом разговор течет плавно. Без сомнения, иногда, если тема особенно жаркая, человека могут перебить. Но перебивать будут, тоже говоря мнение по той же самой теме. Поэтому в целом, когда разговаривают русские люди, или, по крайней мере, люди в компании, в которых я бывала в России,
Там нет необходимости придумывать и задавать какие-то вопросы, потому что все вытекает одно из другого. В Испании очень часто необходимо задавать вопросы. Если в России ты все равно задаешь вопрос, ты можешь задать вопросы, но они как бы вытекают, чтобы уточнить какие-то детали. В Испании ты должен специально продумывать, что спросить, чтобы разговор шел дальше. И если ты просто слушаешь, комментируешь и не задаешь вопросы относительно личной жизни, относительно мнения другого человека, испанцы могут посчитать, что они вам совершенно неинтересны и даже обидятся. И для меня это странно, поскольку общение не связано с вопросами. Общение связано с тем, что ты хочешь поделиться мнением, не только поделиться, но и услышать мнение другого человека. А когда общаются испанцы, больше создается ощущение, что они хотят поделиться своим мнением без особого интереса к мнению окружающих, но тем не менее вопросами показывают, что все равно мне интересно. То есть больше, как они говорят, aparentar, чем на самом деле желать общаться и строить здоровую коммуникацию. Дальше, если мы продолжим тему вот этого aparentar, надо сказать, что испанцам очень важно все время со всеми, скажем так, дружить, llevar bien. И всегда нужно, несмотря на то, что им что-то не нравится, этого не показывать. Да, можно сказать, особенно близким людям, что что-то не нравится, но все равно больше существует такая навязанная норма, что все должны делать, что хотят, и я не имею никакого морального права вмешиваться. Это, разумеется, прекрасно. Но одно дело вмешиваться, и другое дело высказать свое мнение. И испанцы боятся этого. Боятся, потому что их мнение может привести к негативным эмоциям другого человека, и, соответственно, уже не будет никакого llevar bien. Испанцы чаще всего предпочитают игнорировать. Но, с другой стороны, и это достаточно забавно, они игнорируют в лицо. Но когда эта неприятная ситуация проходит, то есть уходит человек, который создал неприятную ситуацию, они начинают тебе об этом рассказывать. И у испанцев существует такая просто мания критиковать. Разумеется, в России тоже мы можем критиковать. Но это как-то происходит в большем балансе, что ли. То есть в Испании в лицо все прекрасно, все замечательно, за спиной будут говорить: вот он сказал мне таким образом, вот это вообще неправильно, вот это вообще все плохо, вот это все некрасиво. А в лицо все прекрасно. В лицо просто игнорируем. Игнорируем, улыбаемся и машем. За спиной с другими обсуждают и выплескивают свои эмоции. В России как-то, если мы чувствуем негатив по отношению к другому человеку, в принципе, мы это показываем. Можем сдержаться, подобрать слова, сказать все более аккуратно, спокойно, но тем не менее сказать. И критиковать за спиной, разумеется, мы тоже можем. Но поскольку мы все-таки в лицо тоже высказываем и показываем свои эмоции по отношению к какому-то действию, слову и человеку, за спиной эта критика менее сильная, и у нас меньше желания выплескивать эти эмоции, потому что все-таки их мы уже показали. И когда, по крайней мере, я
слышу что-то негативное, я всегда стараюсь найти этому негативному оправдание, какое-то объяснение, рассмотреть все с двух точек зрения. У испанцев почему-то этих двух точек зрения не всегда существует. То есть какие-то вещи, где, да, надо быть очень лояльными, это норма, а есть какие-то вещи, которые не транслируются в обществе, и здесь мы можем критиковать и отрываться по полной. Здесь мы переходим к следующему пункту. Я думаю, что в Испании все очень нормализовано. То есть существуют какие-то нормы поведения и шаблоны поведения, и этих шаблонов придерживаются. Как сказал один мой ученик, который на тот момент жил уже 5 с чем-то или даже 6 лет в России, когда я его спросила, а чем же русские люди отличаются от других людей, от испанцев и, в принципе, испаноязычных, потому что мой ученик жил долгое время в Испании, жил в некоторых других странах, и в целом он из Южной Америки, то есть родился там, жил много в Испании, и потом жил по какому-то количеству времени в других странах. Я его спросила, чем же мы отличаемся? И он сказал, что когда ты говоришь с, например, испанцем, если тебе он сказал какое-то свое мнение по одной вещи, или даже просто посмотрев на его одежду, ты, в принципе, можешь уже предположить, какой он во всех остальных темах. Когда ты разговариваешь с русским, они очень непредсказуемые, потому что русские формируют свое мнение исключительно на основе своих умозаключений, своего анализа. И зачастую, по мнению этого человека, да, они сочетают в своей голове некоторые совершенно несочетаемые между собой вещи. И эти несочетаемые, казалось бы, вещи прекрасно уживаются в голове у этого человека, русского человека. А в Испании это более такое стереотипичное поведение, которое можно предсказать. То есть, как я уже сказала, действие по нормам и шаблонам. Наверное, самый заметный шаблон встречается в семейных отношениях и, в принципе, в отношениях. То есть у них абсолютная норма, когда человек до какого-то возраста просто гуляет, наслаждается жизнью, живет с родителями, и это воспринимается нормально, и более того, считается, что так и должно быть. Потом, начиная примерно с 30-32 человечек этот сепарируется от родителей и начинает искать что-то серьезное в отношениях. Потом должно пройти какое-то количество, регламентное количество лет, и именно в этот момент этот человечек начнет задумываться о том, чтобы жениться. Потом пройдет какое-то количество регламентных лет, и этот человечек задумается о том, чтобы родить или иметь ребенка. Это такой шаблон, который прослеживается очень-очень часто и, наверное, самый заметный, поэтому я про него говорю. Я думаю, что эти шаблоны существуют, поскольку испанцам, еще раз повторюсь, очень важно, скажем так, сохранить лицо, и очень важно мнение окружающих. И поскольку считается, что, например, если ты женился после года отношений, что-то с тобой не так, соответственно, если ты решишь это сделать и скажешь
скажешь своим родным и знакомым, и друзьям, они начнут тебя критиковать. И, разумеется, испанцы не хотят этой критики. Я думаю, это связано с этим, поскольку недавно я была на свадьбе, и там слышала, как одна девушка рассуждала о свадьбе и о детях. Она сказала, что очень вряд ли выйдет замуж, хотя у нее есть парень, они живут вместе. И также она сказала, что очень вряд ли будет иметь детей. И это все нормально, почему бы и нет. Но вместе с этим, когда она говорила, было заметно, что ей бы хотелось и выйти замуж, и иметь детей. Она объяснила, иметь детей ей бы хотелось, потому что все-таки, когда она будет находиться в возрасте, в котором находится сейчас ее мама, ей бы хотелось иметь такую связь, как сейчас у нее с мамой, но обратную связь, когда она будет мамой и у нее будет дочка. Также ей бы хотелось передать какой-то свой опыт, какие-то свои знания и иметь вот такого очень близкого человека. Ей бы хотелось, но нет. Почему нет? Потому что считается, что перед тем, как решить, что ты хочешь стать мамой или папой, нужно иметь все возможности, чтобы этого ребенка хорошо вырастить и обеспечить. И то есть считается, что ребенок дело очень затратное. Не буду спорить. Разумеется, это так, особенно потому, что ты хочешь дать своему ребенку все самое лучшее. Тем не менее, все же это не настолько ужасно, как себе часто представляют испанцы. Очень часто у них существует стереотип, что ребенок просто меняет твою жизнь абсолютно. Ты становишься другим человеком, который уже себе не принадлежит. Соответственно, до рождения ребенка надо нагуляться и сделать все, что ты хотел сделать в жизни. Но с другой стороны, например, моя мама говорит, что у нее 2 детей, я старшая, что да, ребенок меняет жизнь, особенно пока ты еще не привык. Когда он совсем маленький, ты еще не привык. Дальше она говорит, что это самый прекрасный период, потому что можно делать все, что угодно. Можно путешествовать, можно посещать разные музеи, выставки, можно достаточно спокойно работать. Но, разумеется, если ты не должен отходить намного, потому что ребенка надо кормить, и это касается, разумеется, больше мам, чем пап. А потом, говорит, разумеется, есть такой период несколько сложный, потому что ребенок в этот момент достаточно активный, и здесь уже просто так в коляске не повозишь. Но уже дальше постепенно начинает проклевываться у ребенка сознание, собственные интересы, с ним можно договориться при хорошем воспитании, и все достаточно спокойно. Та испанская девушка тоже говорила, что свадьба – это замечательно, это красиво, но свадьба – это опять деньги. И ей бы не хотелось тратить столько денег, но она должна будет тратить много денег, потому что надо пригласить семью, всех родственников, друзей, родителей и так далее. Она чувствует, что это обязанность. И я не понимаю, а почему свадьба налагает какое-то обязательство на нее приглашать всех, кого ей бы не хотелось видеть. Она считает, что это обязанность, потому что раньше приглашали ее, потому что так принято. Но опять
я думаю, а почему так принято? Это ведь твой день. И если ты хочешь жениться или выйти замуж, это исключительно твое дело, как это делать. И, наверное, все-таки самое важное здесь – это стать мужем и женой, чем празднование. А то, что подумают окружающие, тебя должно волновать в последнюю очередь. И получается, что для испанцев какой-то сделать новый шаг навстречу формированию новых отношений со своим партнером находится ниже, чем просто быть красивым, скажем так, в глазах друзей, знакомых и родственников. Для меня тоже это кажется странным, и особенно потому, что в Испании и в Европе пропагандируют такую свободу выбора, свободу действий. Но какая же здесь свобода? И именно поэтому я говорю о таких шаблонах, стереотипах, о том, насколько для испанцев важно мнение окружающих, и насчет коммуникации испанцев между собой. Разумеется, даже во всех этих негативных чертах есть множество позитивных. Но то, о чем я сказала, для меня оно превышает этот позитив, эти негативные черты. Самая странная вещь, тоже, которая мне, как человеку совершенно другой культуры, очень сильно заметна, это тема феминизма и тема равенства в Испании. То есть идея прекрасная, реализация хромает. Поскольку, опять-таки, с феминизмом я прекрасно понимаю девушек, которые борются за свои права. Прекрасно понимаю. Потому что, получая столько сообщений от мужчин, и когда тебя эти мужчины, не добившись своего, оскорбляют, к сожалению, это больше относится к Южной Америке, не к Испании, хотя испанцы тоже таким иногда грешат. Естественно, хочется бороться, очень хочется бороться за свои права, очень хочется показать, что, простите, я сильная, независимая, и ни в ком не нуждаюсь, и отстаньте от меня, не надо мне угрожать. Но, с другой стороны, одно дело – это борьба за права, которые сейчас испанки, русские, и на самом деле очень многие женщины, не все женщины мира, к сожалению, но очень многие женщины мира сейчас эти права имеют абсолютно равными, как и мужчины. Другое дело – это воспитание. И, кстати говоря, именно вопрос воспитания, феминизм, такой феминизм радикальный, к сожалению, несколько меняет в негативную сторону, поскольку феминистки радикальные, да и феминисты, они как бы себя сепарируют от общества и начинают активно и агрессивно пропагандировать свои идеи. Соответственно, если что-то у нас случается агрессивное, реакция остальной части общества, она тоже становится агрессивной. Агрессия на агрессию. Соответственно, получается, что на данный момент как бы происходит конфронтация двух агрессивных сторон вместо того, чтобы спокойно, постепенно искать обоюдно выгодный компромисс. То же самое происходит и с равными правами. Я здесь немного разделяю равные права и феминизм, поскольку все-таки равенство, оно не только существует между мужчинами и женщинами, а скорее существует между разными слоями общества, между разными возможностями людей. И если мы здесь говорим о равенстве, равенство в Испании и в России, оно понимается немножечко по-разному. Равенство в России –
это не дать одинаковые возможности всем, и пусть все барахтаются, как хотят. В Испании это так. Хотя в некоторых аспектах нет, и здесь я вижу некоторые противоречия. В России же равенство считается это дать возможность каждому иметь равные возможности. Получилась какая-то тавтология. Но я дам пример. Есть такая прекрасная картинка. Есть маленький мальчик и есть взрослый дядя, которые хотят посмотреть через забор. Взрослый дядя должен просто приподняться на мысочки и все увидит. А мальчик, если приподнимется на мысочки, он ничего не увидит. И в испанском понимании это равенство. Они могут использовать одинаковые возможности. В русском понимании настоящее равенство – это когда мальчику дадут лесенку, чтобы он был на таком же уровне. Другой вопрос – это когда уже начинают использовать во вред такое понятие равенства. То есть один человек что-то старается делать, добивается и уже достиг высот. А другой человек ничего не хочет, но требует того же результата. Это уже абсолютно другой вопрос. И мне кажется, испанцы именно из-за таких ситуаций боятся, что многие начнут абусар. Мне не приходит в голову слово по-русски. В общем, я уже начала, мне кажется, сбиваться с мыслей. Хотела сказать еще о некоторых, наверное, вещах, но запуталась и все в этом духе. Поэтому я прощаюсь. Надеюсь, что вам было интересно, что вам послужило это видео для как минимум какой-нибудь цели, как минимум просто вам было интересно меня послушать. И пишите в комментариях свое мнение, свои темы, о чем бы вы еще хотели услышать от меня. Пока-пока!